Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю просто незабываемый вкусный торт мороженое Сникерс. Без преувеличений торт тает во рту. Торт получается сочным, без желатина. Все покажу, расскажу в данном видео. 220 грамм муки, 40 грамм какао, 8 грамм разрыхлителя. Все перемешиваем и отставляем пока в сторону. Для бисквита также я беру 4 яйца среднего размера, комнатной температуры, щепотку соли, каждое яйцо весом примерно по 50 грамм без скорлупы, 16 грамм ванильного сахара. Все это просто перемешиваем. «180 грамм сахара». Бисквит я даже буду здесь выпекать без использования какого-либо миксера, просто венчиком буду замешивать. Это на тот случай, у кого нет даже вот миксера, можно приготовить. Также я добавляю туда 160 миллилитров молока. При добавлении молока сахар растворится, за это переживать не нужно. И 40 грамм растительного масла без запаха. И все это просто перемешиваю. Всю сухую смесь просеиваю и перемешиваю также. Вы также можете замешивать все это миксером, если вам хочется, ручным миксером. Он неприхотливый очень, этот бисквит. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Выпекать буду на режиме вверх-вниз без конвекции. Примерно 35 минут. Все это нужно смотреть по вашей духовке. Здесь у меня прямоугольная форма 28 на 18 сантиметров. Также можно брать круглую форму 26 сантиметров в диаметре. Если вы захотите приготовить маленький тортик на 18 сантиметров в диаметре форма, вдвое меньше ингредиентов здесь нужно будет брать тогда на 18 сантиметров. Когда у меня бисквит испекся, я дала ему остыть до комнатной температуры и сразу же достаю его из формы. Бисквит здесь очень неприхотливый. Его можно приготовить просто как отдельный десерт и кушать его безо всякого крема. Он влажный получается. Всегда у всех получится даже без миксера. Я разрезаю его на два коржа. Нижний корж делаем примерно около 2 сантиметров. То есть он будет не маленький у нас. Верхний корж, шапочку, мы сейчас будем измельчать. Нижний корж нужен здесь поплотнее, потому что слой будет сверху большой он на себе держать. И делаем его сразу таким более объемным. Измельчаю шапочку. Ее можете и в измельчителе измельчать. Можно в полиэтиленовом пакете это сделать. Отставляю пока в сторону. Здесь 4 батончика Сникерс. Можете брать что-то подобное Сникерсу, то есть все на ваше усмотрение. Если вы захотите делать этот торт в жаркое время года, предварительно эти батончики нужно немного подержать в холодильнике, чтобы они лучше нарезались. Я нарезаю каждый батончик вот таким мелким кубиком. Если у вас шоколад качественный, то есть если у вас продукт качественный, они не будут липнуть друг к другу. Но еще раз повторяю, обязательно подержите предварительно хотя бы полчаса в холодильнике. Если у вас очень жарко, тогда час. Именно для лучшего нарезания. Сейчас, когда я уже нарезала кубиком, я еще слегка измельчу и эти кубики. При раскусывании вот эти кубики от Сникерса очень хорошо будут ощущаться в этом торте. В отдельную миску ссыпаю все эти кубики от Сникерса и отставляю пока в сторону. Здесь 400 мл очень холодных сливок для взбивания, 500 грамм сыра маскарпоне, тоже холодного. Также добавляю туда 300 грамм творожно-сливочного сыра. Все продукты молочные очень холодные. 16 грамм ванильного сахара добавляю туда. И также добавляю туда 50 грамм сахарной пудры. Взбиваю все до устойчивых пиков. Кому данный крем покажется небюджетным, конечно же, ссылку на бюджетный крем-пломбир даже без использования яиц, я вам оставлю в описании в инфобоксе к данному видео. Проходите по ссылке
и готовьте тот крем без использования сыра, сливок. Когда крем я взбила, я делю визуально этот крем на 3 равные части. И сейчас буду уже смешивать с ними другие начинки, с этими частями крема. Одну часть крема добавляем к измельченным батончикам Сникерс. Перемешиваем. Также я сейчас туда добавлю, это по желанию, 2 столовые ложки арахисовой пасты. Здесь у меня паста именно такая кремовая, без кусочков арахиса. Текстура у пасты очень мелкая, очень нежная. Вот такую именно, если захотите, нужно будет добавить пасту, не с кусочками. Я сейчас добавила туда 1 ложку крема, чтобы просто перемешать эту пасту. Сейчас смешиваю все это с той частью крема, где у нас кусочки сникерса, и наношу уже на корж. Корж вы можете предварительно пропитать. Просто вылить на этот корж 100 мл молока, распределить по коржу. Либо же водой просто пропитать его на ваше усмотрение. Но корж влажный. Кто любит мокрые такие коржи, то тогда можете пропитывать. Здесь я выкладываю весь арахисовый крем на корж. Еще раз повторяю, что не обязательно добавлять туда арахисовую пасту. Просто с ней вкус, конечно же, получается очень насыщенный. Измельчать арахис я бы не советовала, потому что будут такие неприятные крупинки. Теперь вторую часть крема я выкладываю также в отдельную миску. И перемешиваю уже с половиной бисквитной крошки, которая у нас осталась от бисквитной шапочки. Все это перемешиваю аккуратно. И добавляю туда сейчас 100 грамм растопленного молочного шоколада. Ни в коем случае не горького, иначе вкус уже будет совершенно не тот. Молочный нужен именно шоколад. Перемешиваю. Шоколад не должен быть сильно горячим, но и холодным он не должен быть, примерно 30 градусов Цельсия. Это не столь принципиально важно, потому что все равно у нас крошка от бисквита, она создает такую немножко неровную структуру у этого слоя. На вкус вот этот слой шоколадный получается как нежнейшие кейк-попсы. Просто нереально вкусные кейк-попсы. Можете взять вот эту комбинацию себе, кто часто готовит кейк-попсы, просто брать меньше крема и больше бисквита, и у вас получится идеальное сочетание для кейк-попсов. Бисквит очень здесь удачный. Здесь очень важно в этом бисквите, что минимальное количество растительного масла используется, и он не отдает растительным маслом. Разравниваем также. Разравнивается крем очень хорошо. Лучше всего это делать вот именно либо ножом, у кого нету шпателя, либо же стальным шпателем. Потому что такие кремы, они очень хорошо разравниваются именно холодным металлическим предметом. Такие плотные кремы, как правило, тянутся за пластиковым шпателем, либо же силиконовой лопаткой. Поэтому лучше всего сразу берите металлический шпатель, либо нож. Здесь разравниваю верхний слой, просто сливочный крем, который мы взбивали. И посыпаю сейчас все это той крошкой, которая у нас осталась от шапочки от бисквита. Если вы хотите готовить круглый, вдвое меньший по объему тортик, берите всех продуктов в 2 раза меньше. Еще раз напоминаю про бюджетный крем. Ссылку на бюджетный крем, пломбир, крем-пломбир даже без использования яиц заварной, я вам оставлю в описании к данному видео. Сейчас убираю в холодильник, примерно на 2-3 часа. Можно на ночь убрать. Достала из холодильника, торт стабилизировался, и вырезаю его уже из формы. Ссылка на бюджетный крем будет в описании. Кому этот покажется не бюджетным, не поленитесь, пройдите по этой ссылке и приготовите вкуснейший тортик.
С сырным кремом, конечно, очень вкусно получается, но и с тем кремом, у кого нет возможности купить сыр, пожалуйста, приготовите, и будет также очень вкусно. И того крема берите двойную порцию, что вот вы видите в рецепте, вдвое больше нужно брать на этот размер. Горячим ножом лучше всего разрезать этот торт, тогда получается очень красивый разрез сразу. Торт изумительно вкусный. Очень напоминает по вкусу мороженое Сникерс. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.